Популярное тревел-шоу возвращается. Новый сезон. Новые ведущие. Идем попробуем залезть в толпу. У меня нет слов. Новая реальность, в которой все мы оказались. «Орел и решка. Новая жизнь». Каждый уикенд Эдуард Мациберидзе А где бесплатно, там вот это вот присутствует всегда. и Соня Шац Это вообще легально. Я такого в жизни не видела. отправляются в новую страну, чтобы понять, а можно ли в ней пожить подольше. Оказалось просто самым благоприятным городом для иммигрантов. Всего лишь 2 евро, и ты смотришь на Каны с высоты птичьего полета. Ну, очень низкого птичьего полета. Прыжки с пирса. Бесценно. Это были лучшие и самые дорогие 15 минут в моей жизни. «Орел и решка. Жизнь продолжается». Погнали жировать! Всем привет! Это «Орел и решка. Новая жизнь». Это Соня, это Эдик, и мы в Варшаве. Знаешь, чем знаменит этот город? Легко. Значит, символ города — русалка. Да. Здесь находится самый узкий дом в мире. И вот эта золотая карта будет у меня. Сонечка, не хочу тебя расстраивать, но мне кажется, единственная карта, которая тебе светит, это карта города. Орел. Решка. Эдик, ты заколебал меня. Я не знаю, как С кем из этих мужчин ты спишь? Со всеми? Зачем? Нужно же только с продюсером. Ну, такой я человек. Что Все, поделаешь? ладно, иди, давай. Да, давай. На, забирай. Дай мне спасибо. только монетку, чтобы еще было. Хорошего дня тебе. Спасибо. Всё. Всего Вот. доброго. Да. И, кстати, знаешь, как у меня это получается? У меня орел с 2 сторон на монете. Так прошлые ведущие делали. Понятно, все с ним. И, наконец-то, мы доехали до Польши. Страны, которая приняла больше всего иммигрантов в Европе. По данным пограничной службы, с начала войны в Польшу выехало более 5 миллионов украинцев, которые составляют около 8% населения. Сюда же переезжают и белорусы. И на сегодняшний день они вторые по численности. Это и неудивительно. Ехать не так далеко, язык в сравнении с немецким или французским не такой сложный, да и процесс легализации в Польше тоже не затянут. Плюс польский паспорт весьма солиден. Он стабильно входит в топ-10 самых сильных паспортов мира, позволяя его владельцам без виз въезжать в более чем 170 стран. А сегодня и мы рассмотрим все плюсы и минусы иммиграции в Польшу. Как обычно, меняем $100. Делать это на ЖД-вокзалах и в аэропортах вообще на вашей совести, потому что курс может быть не очень в вашу пользу, но здесь вроде неплохой. Так, получилось 384 злоты. Поэтому берем эти денежки и отправляемся на західний автовокзал. А доехать до автовокзала Заходня или западного автовокзала я решила на городской электричке. Это и быстро, минуты 4, и дешево. Друзья мои, как-то надо Эдуарду передвигаться по этому прекрасному городу. И золотая карта дает мне право выбора. Возьмем... Да, вот эту. У моего отца была 6, точно такого же цвета. Малая, со мной? Нет? Ладно.
Эдуард. Добро пожаловать, Макс. Белорус Макс, который переехал в Польшу в поисках лучшей жизни 10 лет назад. О дорогих машинах знает все. Какая красотка, ты посмотри, а? Все для вас. Как она? Как она? Откройся. Что это штучка? Вот, все, я понял. Привыкай к такой жизни. Да. Но в успешный бизнес Макс влился не сразу. Первое время после переезда в Польшу он хватался за любую работу. Мыл посуду в ресторане, был официантом, развозил самокаты. И это он советует всем приезжим, кто едет с пустым кошельком. Найти, мне кажется, на начальном этапе самое главное — это какую-то официальную работу. Неважно, сколько она там будет приносить. Именно официально. Официальную, да, чтобы за тебя платили налоги и податься на документы. Вот я думаю, что самое главное. А так дальше по своему плану идти и не сдаваться никогда. Как музыка, да? Да. Молодцы итальянцы, умеют делать. Умею делать, вопросов нету. Каждая машина, знаешь, обладает каким-то характером, какой-то своей душой. И тут конкретно в этой машине ты такой получаешь эмоции, понимаешь, что ты реально живешь там. Сильно правила дорожного движения здесь отличаются от тех же белорусских, условно? Тут много тайной полиции, то есть, которые смотрят за всем. А так лучше, конечно, тут в Польше не нарешать ничего, никакими там коррупционными путями не решается. Да, типа нет такого, типа, ребят, может, договоримся? Нету, нет. Ну, слушай, это, наверное, и хорошо. Друзья, я доехала до Захидного автовокзала в Варшаве, потому что здесь до сих пор работает пункт помощи беженцам. Вы можете просто приехать сюда, прийти вот в эту дверь, постучаться туда и задать все интересующие вас вопросы. Центр працює з першого дня війни, і ми працюємо цілодобово. В нашому пункті можна дістати таку достовірну інформацію, так? Тому що людина приїжджає, не розуміючи мови, не знаючи, як купити навіть звичайний квиток і куди йти, що шукати. То у нас можна достати або адреса, номера телефонів. Ми самі можемо задзвонити до організації і скерувати саме туди, куди людині потрібно. Людина повинна завжди координувати, що вона приїжджає сюди у робочі дні. Тому що надається згідно нового закону з 1 липня 3 дні для вироблення песелю. Песель тоді вже далі надається, так якби є тимчасовий захист, це є медичне забезпечення. Від держави надається житло в таких центрах колективного проживання на 120 днів для людей, які приїхали перший раз. Тому згідно того песеля направляють на житло. Сколько примерно человек до вас в день доходит? В середньому десь 110-120 людей. В день? Так. Пока кто-то бегает по вокзалам, я, проигнорировав отели, еду жить в настоящий замок. Замок Пултуск, пусть и находится в 60 километрах от Варшавы, но того стоит. Мне сказали, что там останавливался сам Наполеон. Нормально. Хорошая компания для Эдуарда. И посмотрите, как громко здесь встречают дорогих гостей. Да, вот теперь ощущение праздника появилось. Надеюсь, Соня меня услышала. Очень рады вас видеть. Приветствуем вас в нашем замке 16-го столетия. Просим на рецепцию. Дякую. Мне нужен номер. Самый большой и самый лучший. И, видимо, еще 150 шагов до кровати. Боже мой. Все. Не трогайте меня. А я пешком дошла до центра уличной светской жизни Варшавы, бульвара над Вислой. Это набережная длиною в несколько километров, которая стабильно входит в рейтинг лучших городских набережных Европы. А еще именно здесь находится памятник символу города – русалочке. Или сиренке, как ее ласково называют поляки. Знаете, кстати, почему русалка? Потому что она тут вот по реке этой плыла, значит, увидела вот эту красоту, вышла на берег
И решила, что будет охранять этот потрясающий город, потому что влюбилась в него. Вы спросите, как она вышла, у нее же хвост. Все верно. На руках. Видите, какие сильные руки? Я хочу по воде попрыгать. Вот и помылись. У меня есть свой кабинет здесь. Ой. Ой, слушайте, и диван достаточно удобный. Да, хорошо. Вот умели люди раньше делать мебель, а? На века. Молодцы. Напомните мне потом поговорить с администрацией, чтобы к следующему приезду здесь была моя фотография. Попробую-ка я прямо сейчас при помощи золотой карты поменять портрет короля Яна Собески III на фото Эдуарда I. Да, так намного лучше. Теперь надо поговорить с администрацией и предупредить их, потому что эту картину теперь попытаются украсть. Скорее всего, женщины. Потому что я красивый. Ну, об этом с администрацией я поговорю попозже. А сейчас встречусь с директором замка паном Михалом Кищелем. Здесь находится дом Полонии, дом польской диаспоры для тех поляков, которые живут за границей. Сюда также приезжают поляки из Украины, из Белоруссии и из-за океана, потому что 20 миллионов поляков живут за границей. Но каждый может приехать сюда и чувствовать себя как дома. И мы очень рады, что вы к нам приехали. И я не сомневаюсь, что это так, потому что мне, как дорогому гостю, показали самое ценное историческое наследие. Здесь есть окно, из которого смотрел Наполеон. Да, это правда. Наполеон дважды был в нашем городе. И во время битвы его армии с армией царской России он наблюдал за битвой из этого окна. Это было в 1806 году, прямо под Новый год. Кстати, Новый год после победы Наполеон тоже праздновал у нас. И я предлагаю пану, как Наполеону, тоже подойти и выглянуть из этого окна. Замечательно. Ух ты! Вы туда. Так я себе представляю Наполеона. Нет, точнее вот так, сейчас, подожди. Вот. Вы туда. Вот так он видел все это. Все, радует меня. Говорил Наполеон. Он же в декабре все-таки здесь был. Вот. Наполеон. В полный рост. Он был выше, чем я думал. Поляки очень спортивная нация. Согласно недавним соцопросам, каждый третий поляк занимается спортом не менее 3 раз в неделю. Тренажерный зал под открытым небом тут почти на каждом шагу. А кто не отжимается или штангу таскает, тот на велосипеде едет. И государство это поддерживает. В Варшаве есть общественные велосипеды, доступные всем. Цена символическая. Первые 20 минут проката так вообще бесплатно. А за час всего 1 злотый, то есть 23 евроцента. В Варшаве просто кладезь бесплатных развлечений. И вот сейчас я пришла на йогу в парке, которую вот девчонки проводят, и просто можно к ним присоединиться. Поэтому я переодеваюсь и на коврик. Кончиками пальцев разогреваем себе проекцию легких, то есть в грудной клеточке по ребрам. Рык. Еще немножечко. Заканчиваем. Выдох. Вдох. Здесь ягодицы вы должны почувствовать. Хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. И хотя бы пару секунд попробуйте на прессе держать себя с ровными ногами в коленях. Раз, два, опусти. Прям почувствуйте жар по всему заднему меридиану. От стоп, через икры, бедра, ягодицы. И, наконец-то, мое самое любимое упражнение. Можно полежать, отдохнуть, помедитировать и даже увидеть белочку. Не знаю, катался ли Наполеон на лодке-гондоле, но я это точно сделаю. И, может, еще и на абордаж кого-то возьму. А мне нравится. Ой. Шикарно. Очень классный вид транспорта. Обожаю.
не спеша, удобно. А самое главное, что я один. Прелести богатой жизни. Не нужно ютиться с туристами. А можно порулить? Серьезно? Господи, это все моя природная харизма и красота. Мне очень сложно отказать. Капитан Воробей. Эд Воробей. Алена, спасибо тебе большое за этот экспириенс. В одном настроении пришла, сейчас уже вообще в другом. Совершенно в другом. Уже да, думаю, зачем мне это все нужно. Алена занимается йогой уже 16 лет. Училась и в украинских, и в индийских школах. А в Польше она получила образование в университете физического воспитания и вернулась преподавать в родной Киев. А после начала войны Алена снова приехала в Варшаву. Здесь для меня была задача помочь людям, которые бежали от войны и пытаются как-то адаптироваться в новой стране. Плюс йога — это то, что всегда в самые кризисные ситуации помогало мне. Разное бывало. Развод я 15 лет была с мужем, поэтому вот как раз во время войны мы развелись. Плюс там операция из-за стресса, ты волнуешься, смерть отца, новую работу искать. Это тоже все это болезненные очень ситуации, которые, я уверена, каждый украинец переживал. Поэтому, опять же, мне хотелось помочь. Очень крутая миссия у тебя. Но ты уже адаптировалась здесь? Да, я могу назвать Варшаву домом. Есть такое качество, как шлахетность, от слова шляхта, да, благородство, статусность, которые присущи полякам, я ими тоже, мне кажется, пропиталась и немножко уже адаптировалась. Круто. Я желаю тебе, чтобы все больше и больше людей собиралось на этой полянке или где угодно. Надеюсь, до встречи. Тоже мне очень приятно. Спасибо большое. Друзья, после такого урока йоги я больше не Соня. Я бабочка, которая соединилась с природой и порхает над городом. И вот так, на позитивных вибрациях, я и полечу дальше. Господи, аромат этого леса он меня просто обогатил. Не могу ничего поделать. Хочется стать частью этого всего. Оставьте меня здесь. Я буду тут жить. Друзья мои, очень хочется посмотреть на Варшаву, увидеть все достопримечательности, но люди богатые, они не тратят на это свое время, потому что время что? Время — деньги, а деньги у меня есть. Поэтому я посмотрю сразу на всю Варшаву. Видели букву «Н»? Это про меня. Невероятный. Ну что, погнали! Какой это странный аттракцион вообще. Мне нравится концепт таких маленьких вертолетиков, потому что ты не стоишь в пробках. Это очень удобно. Ой, какой вид, посмотри, божечки. Мы как раз подлетаем к Королевскому дворцу Вилла Нова. Там всегда много туристов, и, возможно, именно сейчас там где-то бродит бедная и голодная Соня. Сонечка, моя хорошая. Друзья, за моей спиной находится палац Вилла Нова. Как его еще называют здесь, это маленький Версаль. И здесь до сих пор сохранились спальни короля и королевы. Хотя постройки, между прочим, уже кучу лет. Она тут с 17 века стоит. Поэтому приглашаю вас на роскошную, прекрасную прогулку. Дворец в Виля-Нуве – шедевр стиля барокко. Он был построен для короля Яна Собески III, как его загородная резиденция. И король явно интересовался жизнью за пределами своей страны, так как тут есть и восточный зал, и греческий, и египетский. Позже, во время войн, эти сокровища будут разграблены. Сначала русскими войсками в 1733 году, а затем и немецкими фашистами во время Второй мировой. Но чудом почти все украденное вернулось на свои места. И посмотрите, какие тут парки. Гулять можно весь день. И если уж вы в Варшаве надолго, следите за акциями. Тут часто проводят дни культуры, когда вы сможете попасть в королевские дворцы и музеи бесплатно. Ребят, посмотрите, самый быстрый способ добраться до центра города. Вертолетом.
Очень удобно, рекомендую. Если вы еще не богатый, разбогатейте и пользуйтесь вертолетом. Мой вот совет. И тогда вы сможете, как я сейчас, пролететь над национальным стадионом и увидеть, как патриотично в красно-белых цветах польского флага он выглядит. Чемпионат Европы 2012 года. Украина-Польша. А одни из матчей проходили вот на этом стадионе. Представляете? Если вы думаете, что наличие $100 в моем кармане и отсутствие золотой карты означает, что не могу я себе позволить ничего роскошного, то вы, конечно же, ошибаетесь, потому что вот, пожалуйста, целая Замковая площадь для меня абсолютно бесплатно. А это, между прочим, Королевский дворец, в котором с 1596 года осуществлялось управление Речью Посполитой. Вертолет какой-то летит. Слышите? Эдик, это ты? Вот, кажется, на площади вижу Соню. Сонь? А, нет, это бездомный. Очень похоже. Бедные все одинаковые. Эдик. Эдуард Мацаберидзе. Это он опять пошутил, не смешно, но ему понравилось. Он. Там мужчина застыл. Интересно, кто дольше кого перестоит? Давай, смотри. Мне кажется, он в шоке, что у меня так хорошо получается. Ладно, давайте кинем монетку. Нет? Мало? Не, у меня больше нету. У меня ж не золотая карта. Ну ладно. Пока. А я даром времени не теряю и всерьез задумываюсь о будущем. Например, об инвестициях. Во что-то солидное, надежное и большое. Высотой это в 192 метра, то есть в недвижимость. Сколько стоит эта квартира? Квартира стоит 8,5 миллионов евро. А их кто-нибудь сдает? Эти квартиры можно только купить. С этой квартиры можно рассмотреть абсолютно каждую сторону Варшавы. Быть впереди всех событий, впереди любой погоды. И соседи здесь хорошие. В этом же доме живет капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовский. Говорят, у него в квартире даже есть симулятор для гольфа. Надо будет при случае и себе приобщиться к этому спорту. Но апартаменты Левандовского стоят 8,3 миллиона, а мои-то дороже на 200 тысяч. Так, даже сцена есть. Друзья, настало время обеда, и мне посоветовали место, где готовят настоящую крымско-татарскую кухню, а именно ресторан «Крым». Хозяин ресторана Эрнест из Крыма, а после его аннексии он с семьей переехал в Киев. А в 2019 году было принято решение уехать в Польшу, ведь там уже учился их сын. И встал вопрос, а чем же заниматься в новой стране? Всегда надо что-то искать для себя новое и жизнь начинать с нуля. Я как бы попросил моих друзей найти какое-нибудь помещение. И мне мой один знакомый говорит, есть такое помещение, я могу тебе показать его. Я вижу, что здесь российское посольство, гениально. И сразу у меня в голове сложилось, как это будет называться. Обязательно Крым, обязательно украинский. У нас вино украинское, пиво украинское, атмосфера полностью передает, что Крым — это Украина. По традиции крымско-татарской гостей мы всегда встречаем кофе. Кофе мы готовим на песке. Кстати, традиция питья кавы по-крымско-татарски вызвана нематериальным спадком крымских татар ЮНЕСКО. К нам присоединилась жена Эрнеста Эльмира, художник по образованию. До переезда за границу к бизнесу она не имела никакого отношения. Если бы мы понимали все риски, наверное, мы бы не взяли. Не пошли в это. Мы бы сказали, извините, это не наш бизнес, это нам никак не подходит. Но мы просто этого не понимали, слава богу. Ну и вообще здесь просто люди очень такие Теплые. Но домой тянет очень. Хочется домой очень сильно, к родным, к близким, к той природе, к атмосфере, к тому, к чему мы привыкли с измальства. Но просто мы это стараемся найти здесь. мы здесь для себя создали такой свой маленький Крым. Уголок.
Ну что, я думаю, с владельцем квартиры мы сторгуемся. Но перед оформлением хочется узнать, какие преимущества даст мне покупка недвижимости в Польше. Поэтому я решил встретиться с человеком, который знает об инвестициях все. Якщо криптовалюти, то тут можуть бути коливання. Не то папери – це теж гра. Нерухомість – це завжди стабільність. З якої суми можна починати інвестування у нерухомість? Якщо ми кажемо про ринок первинний, це може бути 150 тисяч євро. Щоб отримати статус резидента, це не є головним критерієм, але це дуже великий крок, тому що для держави ви маєте намір оселитися тут або інвестувати далі. Тому держава вас розглядає як людину стабільну. Але треба до цього ще долучити деякі фактори. Це, наприклад, медичне страхування або легальне перебування в країні. Це я можу. Так, зараз куплю собі хату цю за 8,5 мільйонів євро і мені дадуть ВНЖ, я так гадаю. Так? Може таке бути? Можна все зробити. Це, хлопці, де моя карта золота? Несіть. Эрнест сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Увидеть, как готовится главное блюдо его ресторана. Орел и решка, чебуреки. Вроде все просто. Раскатать тесто, добавить фарш, закрыть и все. Все, пока Эрнест не сказал одну фразу. Теперь ты можешь сама взять и приготовить. Я? Ух, господи, ладно, так. И тонко, да? Смело, твердо прижимай. Это мой первый чебурек. Так. Не бросай, а просто опускай. Вот. Поднимай его посерединочке. Ну, все. Ура! Чебурек отдел. Несмотря на то, что приготовила я всего один чебурек, к столу мне также подали крем-суп с красивым названием «Мержемек шурба» из красной чечевицы. Офигенно. Очень вкусно. Ну вот они. Давайте я вот так вот. Боже. Боже, как это вкусно пахнет. И как это вкусно на вкус. Я не верю, что я сотворила это своими руками. Это вау. Ну и заканчиваем ланч пахлавой традиционной крымской. А кто был в Крыму, наверняка помнит, как ходят и продают везде на каждом углу пахлава медовая крымская. И это все на 15 евро. Ну это вау. А я тоже нашел кусочек Украины в Варшаве. И называется он «Вилла Бяула» или «Белая вилла». Мне сказали, что этот ресторан славится не только прекрасными блюдами галицкой кухни, так как его первой хозяйкой была галичанка Инна Седлановская, но и безупречным обслуживанием. Поэтому в меню я даже не смотрел. Постараємося вас здивувати. Так? Домовилися. Дивуй мене, Юрій. Починаємо ми від компотику власної роботи з вишнями та приправами. Це ви робили? Звичайно. І, будь ласка, диня, шинка, базилік. Дыня и ветчина. Я в жизни бы не догадался совместить вот такие два продукта просто и как неожиданно вкусно. І, будь ласка, починаємо ми нашу гастрономічну подорож з сету 3 тартарів. С тартарами у меня как-то не складывается. Скажу больше, я их не люблю. Нет, эти из дикого лосося, говяжьей вырезки и холенин, конечно, выглядят шикарно. Но хорошо хоть коктейль подали. Це з алкоголем? Сколько раз я пробовал тартар, это всегда какая-то постная хрень. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Ты просто ешь сырое мясо и такой: о, класс, я ем сырое мясо. Здесь есть все, и это только начало. Что меня ждет дальше? Я серьезно, я переживаю. Тут без 100 грамм. О, успокоился, переживания.
Коктейль помог. Поэтому, когда принесли улиток, которых я тоже недолюбливаю, да еще и с сыром джерси, шпинатом, шалотом, и все это под картофельным пюре, я был спокоен, как улитка. Вот они что там в своей Франции, значит, закрылись и едят. Не подумал бы, что скажу когда-нибудь, да, улитка — это вкусно. А при появлении вареников с копченым угрем, да еще и с копченой сметаной, цедрой, лимона и чернилами кальмара, я совершенно расслабился. Воно у нас буде польське шардоне. Будь ласка. Дякую. И вот как дальше жить, когда попробовал такие вареники? Вот представь себе картину. Приезжаешь ты домой к маме и говоришь: мам, вареников сделай. Она говорит: с чем? А ты говоришь: с копченым угрем и подкопченной сметанкой. И вот ты уже со своими котами едешь назад домой, в Киев. Это нереально вкусно. Боже. Друзья мои, жизнь удалась, если ты запиваешь копченые вареники белым вином. Но Варшава просто топ-1 в списке городов, где наибольшее количество бесплатных развлечений. Вот вам, пожалуйста, настоящий джазовый концерт в центре города. И что? Все верно. Абсолютно бесплатно. Поэтому я туда, вы со мной, слушать классное музло. А джаз в Варшаве любят и исполняют уже более 100 лет. Кстати, свой вклад в него внесли и иммигранты-музыканты, еврейские, которые после прихода к власти в Германии фашистов в 30-х годах начали массово уезжать в соседнюю Польшу. А в наши дни, и особенно в летний сезон, джазовые уличные концерты проводятся регулярно. Я сейчас вспомнил, что Юрий вроде говорил, что это все еще закуски. А после всего съеденного я, честно говоря, уже прилег бы отдохнуть. За жадность. За жадность должно было быть до дна. Но Юрий, как и обещал, удивлял меня на полную. Ухой, в которую для придания ей особого вкуса и аромата добавил подожженную ветку ольхи. Вообще идеальная уха. Удивлял хреновухой. Ну, нести меня будете домой. Ядреная. Калканом с эмульсией их настурции и красной икрой в тандеме с шардоне из Одесской Бессарабии. Сколько всего блюд вообще? У нас ніколи голодні не виходять. Они выходят? Точно выходят, да? Ну хорошо, ладно, давайте следующее блюдо. Я готов. Смогу. Одесса. И я с подачи Юрия продолжил удивляться. В этот раз свиным ребрышком под медово-винным соусом, которые подаются с печеным картофелем и подкопченной сметаной к нему. Вином каберне. Кто там говорил, смешивать нельзя? Ну, увидимся в следующем городе. Боже, боже, а тут и нож не нужен. Просто расслаивается все. Ты смотри. В прямом смысле этого слова мед. Я отсюда точно сам не уйду. Вызывайте, не знаю, носильщиков, там кто занимается доставкой людей без сознания по адресу. Это вот необходимо мне теперь. И когда я уже перестал соображать от количества съеденного и выпитого, Юрий решил, что стоит добить меня окончательно. Мус на базі вершків і білого шоколаду в формі ось такого лимона. Всередині ми маємо лимон та м'яту. І до цього наш авторський коктейль, який називається «Мавка». Робиться він на базі черемхи, яку ми збираємо самі, з лікером з бузини та джину. І парфумується парфумами з екстракту ромашки. Ого! Ух ты! Ты веселый пьяница? Ну, выглядит как лимон. Это, мне даже жалко это ломать. Юрий, когда вас мужчина обнимал последний раз? Очень долго вспоминаешь, значит, это было давно. Спасибо огромное. Это было настолько великолепно. Я потрясен. Но даже после десерта вырваться из рук Юрия мне удалось не сразу. Для вас приготована ще одна наливка. Тут у нас молода малина. Ще й молода, як я. Можна заплатити? Будь ласочка.
Хто є вашим шефом? Бо я зараз піду цілувати йому руки, бо це дуже смачно. Це наше величезне серце. Пан Ростислав Томілін. Він з Бердянська, до речі, який зараз окупований. Взагалі наш колектив це така, з нас можна скласти цілу карту України, тому що і Полтава, і Дніпро, і Кривий Ріг, і Харків. З Вінниці є хтось? Так. Боже, ну, мої вітання. Наші власники українці, і ми зараз дуже допомагаємо Волиньсос, волонтери, медики, яких ми збирали і на початку, і зараз дуже багато грошей на медицину. Після Каховської катастрофи ми теж допомагали звіряткам, теж було. Боже, які ви молодці. Дякую. Які ви молодці. Чи є, може, посеред поляків якась страва, яку вони більш за все полюбляють? Український борщ. Український борщ? Борщ продається в 2 рази більше, завжди. Якщо б у нас не було борщу, ми б закривали ресторан. Величезне вам дякую. Це ми вам дякуємо. Так, звичайно. Друзья мои, я сыт, я доволен. А самое главное, я все еще хожу своим ходом. А еще для Сони взял презент. Угадайте, что там? Не скажу. Это сюрприз. Всему свое время. Слушайте, ну вообще прикольно, что столько людей, и у них у всех абсолютно искренний восторг, мне кажется, как будто вот они ждали этого мероприятия очень долго, и наконец-то оно случилось. Это определенно безумно красиво и даже как-то трогательно. А теперь, насытившись культурно, пришло время подумать о приземленном, о ночлеге. И как хорошо, что в Варшаве есть дружная украинская комьюнити. Мне подсказали место, куда можно обратиться, если вы оказались без крыши над головой на день-другой. Правда, далековато, в часе езды от Варшавы. Но мне сказали, оно того стоит. Что ж, проверю на слово. Пашка, я, конечно, все понимаю, но ты уверен, что это надо прям вот так снимать? Ладно, спокойной ночи. Я сама, если честно, не понимаю, где я, но я ужасно устала, очень долго сюда добиралась, поэтому сейчас спать, а завтра я вам все расскажу. Спокойной ночи. Я в юрте? Почему я в юрте? Слушайте, ну ночью это выглядело совсем по-другому. Вы посмотрите, какая красота! Тут есть самовар, ковер, печка моя собственная. Вау! Я в лесу? Free life, take it easy. О, ребята, и вы тут. Скажите, место просто кайф. Я вот честно хотела только для себя оставить, но решила и с вами поделиться, потому что вас я тоже очень люблю. Поэтому что? Поэтому я прямо сейчас делюсь этим местом в Relife. Relife — это приложение для иммигрантов, цифровых кочевников и путешественников. Здесь вы найдете новых друзей, полезные советы и уникальные места прямо как вот это. И самое главное, вы сможете заработать на своем контенте, блоге или сообществе. Делитесь своими интересными местами и моментами, а Relife поможет монетизировать ваш контент до 100% от рекламной сети и платных подписок на ваш блог или сообщество. Друзья, чуть не забыла. Если вы уже находитесь в Варшаве или только собираетесь сюда, обязательно используйте наш промокод «Варшава» и получите скидку в 50% на годовую премиум-подписку. Промокод действует 90 дней. Регистрируйтесь в Relife и наслаждайтесь. Друзья мои, вы спросите, а что это ты, Эдуард, едешь на велосипеде, и где же твоя роскошная машина? А я вам отвечу, что в Польше богатые люди, такие как я, не выпячивают свое состояние. Жаль, что мои новые знакомые, близкие в варшавской элите, рассказали мне об этом только вчера. Иначе я бы не гонял, как пижон на Ламборгини по центру.
А еду я в Варшавский зоопарк для того, чтобы сказать спасибо его руководству, которое с первого дня войны активно включилось в помощь животным из Украины. А мы договорились с руководством зоопарка встретиться возле гориллы. Теперь единственное, о чем я переживаю, это чтобы нас не перепутали и узнали именно меня. Ты как здесь вообще живешь? Нормально у тебя все? О, hello. Когда мы узнали, что Украину начали бомбить, мне сразу позвонил директор зоопарка, и мы решили собрать помощь жителям страны. Но также мы помнили о животных, которые там страдают. И в первый же день мы сделали сбор и собрали 50 тысяч злотых. И я узнал о еще одной прекрасной инициативе. Оказывается, здесь можно выбрать конкретное животное и взять его под опеку. У нас можно стать почетным опекуном, крестным родителем животного. Просто делаете ежемесячный взнос в зависимости от его потребностей. Ну а дальше исполняете все обязанности крестного. Приходите к нему в гости, общаетесь с ним, интересуетесь, все ли у него хорошо. Идея отличная, но золотая карта-то у меня только на 2 дня. И в городе я ненадолго. Навещать своего подопечного не смогу, а я человек ответственный. А не то, что те крестные, которые появляются только 2 раза в год на день рождения и на Рождество. Поэтому я решил сделать донат зоопарку. Ну а вы, если в Варшаве, сделайте доброе дело и выкроите время для визита к своему хвостатому или крылатому крестнику, потому что важно помогать тем, кто рядом. На этом мир держится. Ну что, друзья, я проснулась, потянулась, улыбнулась, и нужно найти прекрасную Наталью, которая меня вчера в ночи сюда пустила, вообще узнать у нее, что это за прекрасное место, и как-то расплатиться. Наталья, я нашла вас. Доброе утро. Доброе утро. Как вы? Очень приятно, Соня. Приятно видеть вас при свете дня. Оказалось, я провела ночь в туристическом кемпинге. Его хозяин, пан Вальдемар, привез юрты из Казахстана в качестве экзотики для поляков. И теперь целых 10 юрт радуют местных, которые приезжают сюда отдохнуть за город на выходные. Я еще слышала, что вы тут и помогали, и беженцев принимали. Первых беженцев мы приняли с Белоруссии. Ага. Потом мы приняли несколько человек с Грузии. И, конечно, принимали беженцев с Украины. Но место такое, что человек проживает неделю-две, ну, и ему надо как-то приспособиться к жизни. Угу. Но если у кого-то, конечно, будет крайняя ситуация, он всегда может к нам обратиться. Я не знаю, помните ли вы, но я помню, что вчера вы мне сказали, что как бы по поводу оплаты, но мы как-то разберемся. Но нам здесь не хватает рабочих рук. Это как сказки про Золушку. Отлично. 3 вещи. Далее. Собрать груши, подлить цветы, растопить печь. Мне кажется, очень даже нормально. Я бы за такую ночь... Нормальная оплата. Вообще. Я сменил свой спорткар на другой спорткар. И этот спорт – гольф. Итак, я, как владелец золотой карты, должен влиться в общество таких же богачей, как я. А нужные знакомства проще всего завести в бизнес-клубе. Ведь если ты уже попал туда, значит, ты свой, и тебе можно доверять. А протекцию мне составят Игорь и Светлана Жижич, предприниматели из Беларуси, которые в Польше уже 8 лет. Когда мы приехали, кстати, сюда в эмиграцию, не было ни клубов, ни бизнес-сообществ. Не с кем было пообщаться. 5 лет назад мы создали первый бизнес-клуб «Бизон», который сейчас объединяет более 170 предпринимателей. И это та среда, где можно узнать вот эти базовые вещи, пообщаться, обменяться опытом. Тот же гольф, он создает эту атмосферу. То есть в поле никого нет, есть потенциальный партнер, который рассказывает о бизнес-трендах, о том, какие возможности новые. Поэтому во время гольфа рождаются новые проекты. А есть ли какое-то такое негативное отношение у местных, у поляков, типа по отношению к приезжим, что они начинают здесь делать какой-то бизнес и что-то зарабатывать? Мы начинали 8 лет назад. И, наверное, мы это ощущали.
Но Польша и бизнес-среда, бизнес-миграция и вообще экономика страны, они очень сильно поменялись. Лет 10 назад у нас был такой стереотип, что мы приезжаем на заработок. В последнее время, 5 лет назад особенно, вот начал формироваться стереотип, что здесь бизнес-миграция успешных предпринимателей. Мы переломили, я считаю, это восприятие иммигрантов как людей, которые приехали на низкооплачиваемую неквалифицированную работу. Уже выстраиваются другие отношения. Мне вот вообще не сложно. Берем ведро и собираем груши. Тут даже такие хорошенькие есть. Тут еще яблоки. Но я не буду ей говорить, а то это я еще на день здесь останусь. Чао. Ну что, друзья, задание номер 2. Оп! Я понимаю, мы вот это вот выглядим, поколение телефонное. Но мы норм. Мы Ютуба знаете, сколько смотрим? Ну, вообще доверху. И третье задание у меня, как уже у опытной хозяйки, прошло легко, без сучка и задоринки, с одними поленьями. Ой, там уже дымок идет! Орел и решка, разжигаем огни в ваших сердцах. Соня, ты прям как Золушка. Спасибо. Три главных задания. Спасибо, что вернули мне обувь. Вот для тебя еще бонус. Это билет на фестиваль африканской культуры. И в память про наши груши. Груша? Боже, Наталья, можно я с обниму? Ну прям просто... Приятно было Вот мне очень девушка. приятно. Все, пошла. На Варшаву. 23 злотых стоит билет. Помню. Ну что, друзья, я был прав. Оказавшись в бизнес-клубе, я сразу обзавелся солидными знакомствами. И Александр, который перевез свой IT-бизнес из Беларуси, рассказал мне много интересного об особенностях работы этой сферы в Польше. Пару лет назад, когда пришло осознание, что не получится делать бизнес из нашей страны, надо было спасать бизнес. Переехали в Польшу. Очень большая разница ментальная среди айтишников, как работают те же самые украинские, белорусские айтишники, как работают польские программисты. Разница колоссальнейшая. И даже когда вот к нам приходят и просят у нас людей, то очень часто при сравнении украинских и белорусских программистов с польскими просят все-таки вот наших. Серьезно? Да. Ну, это приятно слышать. Молодцы, ребята. Сердце не с той стороны, но я постучал. Да. Есть вообще приблизительно какая-то цифра, где-нибудь она гуляла, сколько айтишников выехало из страны? Цифра — это разница там, от 10 тысяч до десятков тысяч или там и больше. Ну, это прям солидно. Надо понимать, что уезжали айтишники, уезжали они с семьями. Да, в том да, числе. конечно. И потом этот процесс в 22-м сильно ускорился. Прям вот с 20 по 22 он был еще не такой-то ручеек был. В 22-м по 24 это была прям река. Друзья, ну Варшава просто на шаг впереди планеты всей, потому что здесь есть магазин, в котором вообще нету сотрудников, одни роботы. Предлагаю нам зайти в будущее вместе. Для этого нужна кредитная карточка, которой у меня нет. Продюсеры, купите мне вход в этот магазин, а я вам дам жменьку злот. Да, действительно, дверь в автомат откроется только после того, как на табло вы введете свой номер, привязанный к карте. Пройдете верификацию и получите код на телефон. Ой, этот наномир. Пришло сообщение. Пошли. Пойдемте, а то вам тоже верифицироваться придется. Смотрите, тут реально никого нету. Это наш с вами магазин. А вот он. Тут робот. Че, хот-дог? Он что, мне сделает хот-дог? А кто сосиски туда положил? Я заказываю. Я такого в жизни не видела. Он взял булку. Типа он говорит булку. Блин, интересно, как он возьмет сосиску. У него 3 присоски есть. Так, пошло. Так, он забирает булку. Вы поняли, там изначально соус? Охренеть. Йоу,
Это просто future is here, you guys. Боже, как смешно. А почему так? Ну тут и шутить не буду, вы сами все. Так, мне очень нравится, как он двигается. Присоской! Он присоской взял! Пакет! И сейчас он его... Я в шоке. Он его надевает, вы поняли? Не получилось? Он приоткрыл, а потом надел. Боже, вот бы все мужчины так делали. Чуваки, я в шоке. У меня хот-дог, сделанный роботом. Ой. И он сразу фигак и сосисон туда новый положил, чтобы он уже... Чувак, просто респект. Респект улиц Варшавы с тобой. Ты крут. Стенд с водой какой-то уже не такой интересный. Я не хочу теперь ничего сама брать. Пусть он мне вынесет. Воду. А воду я, кстати, взяла просто так, не вводя ничего на табло. Интересно, если я прихвачу что-то еще, они это заметят? И если да, то как? Посмотрите, сколько тут камер! Охренеть! Их тут просто на каждый миллиметр по одной. Друзья, ну теперь все становится понятным. Вот, нано-хот-дог, пожалуйста. А сзади меня Центр науки Коперника. Наверное, там и сделали этого робота. Ну, в общем, очень хочется уже попробовать. Но только соус непонятно где. Он его как-то так туда утоптал, походу, вниз. А так вообще очень даже неплохо. А сейчас пришло время сделать то, ради чего я сюда, собственно, и приехал. То есть поиграть в гольф. Мастер-класс я вам, конечно, не покажу. А может быть, и покажу. В общем, как дело пойдет, посмотрим. Не зря же говорят, что новичкам везет. Как нужно играть в гольф, ребят? Вообще не так, как я это делаю. Ты не снял, как у меня мяч улетел на 50 метров? Нет? Он реально на 175 метров улетел. И прям в лунку сразу. Эх, туда снимай. 1, 2, 3, 4. Итак, перед вами чемпион Польши по бильярдному гольфу. И это мой коронный удар. Смотрите и запоминайте. А я доехала, наконец, до фестиваля африканской культуры и отрываюсь на полную. Ну, просто фестиваль активностей. У ребят мастер-класс по барабанам. Я нашла барабан. У меня рука болит. А все разные делают. Вау! Я в шоке, ребята, это вообще пипец как сложно. Но одной музыкой сыта не будешь. Посмотрим, чем тут можно подкрепиться. Так, мне предложили национальное камерунское блюдо. Жареный рис с курицей в томатном соусе и рис поострее, с креветкой. Возьму оба, тем более цена позволяет. Это традиционная нигерийская кухня, и приготовлено это блюдо шеф-поваром из Нигерии. И кого здесь только не встретишь. Эта милая девушка из Нигерии живет в Польше 2 года, а приехала она сюда из Киева, где училась в университете. Но война перечеркнула ее планы. И она дала совет всем иммигрантам. Побольше общайтесь с местными, так легче адаптироваться в новой стране. За 15 злот еще и вот такой вот чан лимонада. Ну что, друзья, перед нами нигерийская традиционная кухня. 2 риса. Ну, такой рис типа с томатной какой-то пастой. Для меня немного недосолено, но в целом вообще топ. И вот рис с креветкой.
ищу креветку. Нашла креветку. Нормально. Не, нормально. И курочка. African Beats, let's go! Курица кайф. Она, правда, холодная. А так супер. Не, вот с музыкой все сразу лучше становится и вкуснее. После еды самое время подвигаться. Поэтому я иду на мастер-класс камерунского танца, что бы это ни значило. Сиськи сейчас выпадут! Вы никогда не увидите этого, потому что это не войдет. Монтаж! Это Варшава! Это African Beats в моей крови. И я вот так иду к Эдику, и вы со мной идете к Эдику. Друзья мои, по славной традиции, многолетней традиции, не побоюсь этого слова, мы прячем наши прекрасные $100 для наших не менее прекрасных путешественников в бутылочку. Прячу в кустиках. Итак, друзья мои, бутылка ждет вас в кустах в нише под городской стеной старого города. Ориентир – дерево, от которого нужно сделать 5 шагов к этим самым кустам. Все, друзья мои, как говорится, пусть победит быстрейший. Вот и закончились наши 2 дня в Варшаве. Ой, какой вид, посмотри, кошечки. Захотелось ли остаться здесь подольше? Тут есть самовар. Из неоспоримых плюсов практическое отсутствие языкового барьера. Малая, со мной? Нет? Множество бесплатных развлечений и доступные цены. Респект улиц Варшавы. И, конечно же, развитая система волонтерской помощи. А минусы мы сейчас обсудим. Та-да! Что это? Это цветы. Ну, букет для тебя. Там и роза, ромашка, и хрен. Это тоже своего рода цветок. Спасибо большое. Да, на здоровье большое. Ну, рассказывай, как ты провела время, пока я катался на спорткаре и летал на вертолете? Ой, я вообще-то пока была в Варшаве, значит, еще была в Крыму, в Казахстане и в Африке. Молодец. Ты либо телепорт нашла, либо все-таки от голода у тебя галлюцинации. А тебя вот букетом давно били? Ну, не так, чтобы я прям соскучился по этому. Ну вот. Переехала бы в Варшаву? В Варшаву? Да. Ну, честно, вот не сложился вайб. Да? А у тебя? У меня сложился, мне нравится. Здесь очень много украинцев. На каждом шагу слышу украинскую речь, поэтому практически как дома. Но я поеду дальше. А я побуду здесь еще. Отлично. Какое-то время. Всего доброго. Давай. Если хочешь попробовать букет, а я хочу попробовать букет. Друзья мои, совсем забыл сказать. Орел и Решка развивает свое тревел-сообщество в приложении Relife. Заходите, срочно добавляйтесь к нам и делитесь своими эмоциями и полезной информацией о путешествиях. А мы, в свою очередь, уже добавили гайд по Варшаве. Только в Relife. Все, Сонь, не открывай без меня.